Тем временем, господа, мы в условиях жесткой пандемии, в неустановленном салоне, это все придется заблюривать потом. Покупаем по секрету у вас Патриот, иначе ничего не выйдет. Вход рядом. Ух, на перегазовках. Ты посмотри, какая булочка. Здравствуйте. Давай, вы в перчатках, а я не зараза. Ну ладно, мы тоже. Да. Вы в каком проекте? Для столба. Вот, посмотрим. Да, просто интересно. Комплектация даже не самый бомж, судя по мафану и прочему. Да, кондей у нас, обдув лобаша, рециркуляция, подогрев сзади. Обогрев лобаша? Серьезно, да, обогрев лобаша. Подготовка под регистратор. Все, что надо. Сам вот кронштейн, сам рега. Не, рама в наличии присутствует без сварки. Не, рама на месте живая, точно, и не билась. По крайней мере, в этих моментах. Пока мы ждем, согласуют ли нам торг, я предложил Владиславу сесть в салон. Владислав любезно, с уважением, конечно же, отказался. Ну, потому что если мы скажем, как он отказался на самом деле, Владислава забанит по жизни. Я тоже. Поэтому мы пока вот даже не сломали кайф, понимаете? Вот он сейчас стоит вот этой черной стороной сюда. Он кажется просто идеальным русским прадиком. Но когда мы расскажем про него в мелочах... Господа, как вы знаете, покупка автомобиля – дело на самом деле хлопотное. Далеко не все в них разбираются, далеко не все хотят в них разбираться. И тут вам навстречу может пойти приложение Дром. Дело в том, что в нем есть куча всяких интересных плюшек, которые можно использовать при покупке автомобиля. Так, например, они сделали фишечку – это автомобиль от собственника. Для того, чтобы его получить, достаточно просто отправить фото необходимых документов. Это свидетельство транспортного средства и водительское удостоверение. И тогда ваш автомобиль будет с пометкой от собственника. Это значит, что вы не перекуп, не салон, не площадка, ни кто-то там еще и так далее. И многие очень любят сейчас покупать машину именно от ее владельца. Это значительно упрощает процесс покупки и помогает выбрать именно ту машину, которую хотите найти вы, и не терять на это время и, самое главное, драгоценные нервы. Тем более, покупать машину от собственника зачастую выгоднее и безопаснее. Можно получить дополнительную информацию о состоянии автомобиля или ништяков в виде колес и тюнячек. Работает это максимально просто. Нажимаем кнопку от собственника и видим список таких объявлений. Например, давайте попробуем найти УАЗ. Патриот, выбираем, показать там еще можно вот так вот сделать. Да, наше поколение будет 14-16 год, сразу исключим все лишнее. Специально две огромные плашки, которые, да, от собственника, вот так ее нажимаем, натуре. И вот оно наше сокровище. Вот оно наше сокровище. Смотрите, какой замечательный аппарат. Именно так мы это все и находим. Так что проходите в описание, скачивайте приложение Дром по моим ссылочкам и выбирайте тот автомобиль, который нужен именно вам. Итак, мой УАЗик. Я не люблю особо УАЗики, если честно. Потому что они небезопасные. Они не прошли краш-тесты. В них, когда ты сидишь, если ты придвинешься не так близко, как я, а чуть подальше, то у тебя будет вот такое расстояние, если ты тощий, так же, как и я, от ремня до кресла. То есть ремень тебя практически не держит, даже здесь. Стойка хотелось бы, чтобы была там чуть позади, тогда ремень будет нормально оттягиваться. Но он едет. Пробег у нас 107 тысяч километров, тормозит. Я бы сказал, что он тихий. Он очень высокий, очень по ощущениям злой, прямо уничтожитель всего живого на дороге. Очень короткие передачи, мотор моторит там потихонечку. Офигенские зеркала, само собой. Он реально тихий, кстати, на скорости 60, несмотря на то, что он сделан из фольги, он прям реально тихий. И вот это, конечно, удивляет. Мы на шоссейной резине, оффроуда в этой серии, конечно, как такового все равно не получится. Понятно, что он никуда в этом конфиге не заедет. Хотя в способностях УАЗ Патриот сомневаться может только умственно отсталый. Потому что эта машина реально едет. Куча китов, куча подготовки для внедорожья, с нее можно сделать практически все. Это идеальный конструктор, самый доступный сегодня в России, самый популярный, можно сказать, самый распространенный, естественно, через это. В общем, Патрик прям Патрик. И самое главное, мы же взяли новенький УАЗик, который уже рестайлинговый. У нас уже полный привод включается с шайбы. Я могу сделать это прямо сейчас. Оп, загорелось 4H. Кайф. То есть он реально уже такой типа гражданский. В этой Ленинградской области у нас она прожила до
2020 года. Она все время жила в Ленинградской области, господа. В 2020 году, собственно, в марте, вот месяц назад, 9 числа, месяц с хвостиком назад, ее купил дилер, а после дилера ее купил я. То есть мы имеем машину, которая реально эксплуатировалась все время в Волхове. Это 100 километров от города. То есть, в принципе, соль там уже была, но вроде как по пробкам она не должна особо была не шататься. 91 тысяча километров. Наверное, даже честно. Кстати, он реально в неплохом состоянии. То есть, что-то гремит там в двери, что-то там то да сё, короче, тоси-боси. Но более-менее живенький. Дальше еще более удивительно. Я с вами совершенно спокойно говорю. На спидометре у нас уже 95. Я почти не слышу шума шин. Почти не воет коробка. Нету шума набегающего ветра практически. Я клянусь, что сейчас вот впереди у нас едет полуседан, и в нем громче. На этой же скорости. Если мы попробуем ехать 130... Это, во-первых, уже очень долго, это уже колея, и это где-то 3600 по оборотам, но это прям реально очень шумно. В таком режиме я бы на дальняк никогда в жизни на нем не поехал. Тем не менее, он даже более-менее на стыках. Главное, не шебуршить особо рулем, стараться держаться прямо и сохранять спокойствие. Но это не страшно. В принципе, комфортная скорость вот все равно реально 100. И даже при этом на спидометре уже 2900, на тахометре, извините. То есть ты постоянно где-то около 3000 его держишь по трассе. При том, что выхлоп реально громкий, мотор гудит сзади. При том, что сам мотор напрягается, он гудит спереди, его также слышно везде. И давайте попробуем, как выглядит обгон. Это в пол продавленная педаль. Ему, конечно, тяжеловато. Начинает вилять, прямо не очень. И мы со 100 разгонались до 130. Пытаемся идти дальше. Но, скорее всего, вот на таких 140 он не выдержит. Постоянно в 4000 мотор ему просто тяжело чувствуется. Его пытаются переставлять. Не круто. Все. Кривые колеса. У нас трясется руль, трясется вся приборка. Ему вот так прямо... Короче, да, у этого демона стиль или лес, или 100 км в час. Прям вот это его. Давай попробуем так и ехать. По низу УАЗ. Я когда вот уже здесь снизу вот сразу вижу вот эти вот шаровые, это УАЗовское ноу-хау. Если вот, УАЗоводы меня поймут, я еще когда купил Хантер, вот тот самый антигелик, когда еще только взяли, мы пытались его сныть, это полная дичь, это шаровая, она разборная, выглядит из вот это вот отдельно сверху какая-то юбочка, потом снизу все, короче, вся шаровая разборная, человеческого пыльника в ней нет, она моментально вся набивает грязи, всей этой шелухи, разбивает, стучать начинает моментально. Здесь вроде все еще в наличии, но ничего не люфтит, но я просто знаю, насколько это вот больно, насколько это бесит. Существует, тем не менее, для всего этого нормальные шаровые от сторонних производителей, уже с хорошими пыльниками, совсем рабочим. Как мы видим, это еще дорестайл, нету демпфера рулевого, ничего по сути нет. Все просто, мотор уже сыт маслом капец как. Вот это просто уже все изрыгивает огромное количество масла. Весь мост в этом масле, вернее. Удивительно, что шприцевали крестовины, потому что они все грязные, но тем не менее... Они на грани. Шлицевое, похоже, даже стучит. Да, это, похоже, шлицевое, это не крестовины. Ну-ка. Короче, какая разница? Все это скоро пойдет в задницу. Собственно, раздаточная коробка серая даймосовская. Да, она и есть, все верно. С этим мы угадали глушак. Почему же он так ныл? Потому что у него за 5 лет уже отгнило крепление. Он просто, по сути, как-то пытается здесь болтаться. И, видимо, в нем где-то есть дырки, потому что вой сзади стоит нереально именно от глушителя. Задний кардан. Задний кардан у нас, видимо, уже мененный, по ощущениям. Здесь люфта нету. Это уже стук идет только из раздачи. Это люфты... Да, задний кардан бодрячковый, но он такое ощущение, что просто уже мененный, потому что он здесь стоит стороннего производителя. Это не УАЗовский кардан. Поэтому, вероятно, он еще и живой, просто его уже меняли. И на нем характерно видно, что он еще подозрительно, видите, в заводской черной краске. То есть все уже сржавело, а кардан еще такой вроде темненький. Значится, рама никаких швов на себе не содержит. Все с рамой у нас в полном порядке, хотя и начинает порядочным образом ржаветь. То есть, если вот вы видите снизу,
Вот с этой стороны, вот видно прямо здесь вот хорошо. То есть все, что более-менее покрыто, с рамы облупляется заводская краска, естественно, из-под нее начинает все ржаветь. Подушки кузова еще у нас все на месте. Кузов, похоже, не пилен, не резан, тоже родной. Никаких тут адских ДТП не было. То, на что я рассчитываю, и то, из-за чего, вероятнее всего, произойдет экшен. Это специфика УАЗа. Баки у него по бокам. Когда мы говорим про рамник и в сторону ДТП, мы всегда верим, что нас защитит рама. Но, во-первых, давайте посмотрим, где располагается эта рама. Вот она. И что у нас между порогом, в который будет входить столб, и самой рамой? У нас бак. И с одной, и с другой стороны. То есть мы уже заранее понимаем, что после столкновения со столбом неизбежно этот автомобиль не сможет продолжить движение своим ходом, просто потому что у него пробьет баки. В худшем случае он загорится или взорвется. Уверенность так резко в раме, да, уже падает у нас всех. Далее, посмотрите, где идет рама. Рама у нас проходит вот здесь. Давайте посмотрим, насколько она далеко от порога, и попытаемся спроецировать это на то место, где у нас стоят сиденья, где стоят кресла водителя и пассажира. Рама в передней части у нас еще заужается. Так вот, я вам могу сказать, что кресло у нас начинается где-то вот отсюда, возле бака. Нет, даже дальше, вот здесь где-то кресло начинается у нас. И заканчивается оно вот здесь. То есть, грубо говоря, если мы представим, что на себе, конечно, показывать не надо, но вот водитель и та рама, на которую мы надеемся, она начинается ровно посередине. Все, что до этого места, это просто кузов, который стоит на раме. Вопрос, насколько этот кузов крепкий. Да, конечно, у него тоже есть свои пороги и даже свое усиление порога. То есть мы видим, что это не так уж все и просто здесь сделано, но тем не менее. Та самая рама, на которую все надеются, которая реально работает при лобовом ударе, которая реально работает при столкновении с задней части автомобиля, потому что она туда уходит. При боковых столкновениях никак никому не поможет, потому что до этой рамы все уже будут мертвы. И это будет чрезвычайно печально. Таким образом, все, что сработает на пользу этому автомобилю, это его высокий центр тяжести. Если, грубо говоря, он сталкивается с легковушками, они все ныряют под него, но не столб. И огромное количество инерции, которое он может просто срезать столб, если, опять же, это повезет. Но может и не повезти. Все подушки кузова на месте, то есть мы убедились, что автомобиль действительно очень близко к заводскому состоянию. С ним все в порядке, мост свободный, ну-ка. Так, секунду, я что-то не понял. Мы движемся назад. А это колесо поехало вперед. Все в порядке. Да, у нас сзади свободный дифференциал. Никакого колхоза, ни блокировок, ничего не установлено. Мы совершенно видим, что это все заводское. Значит, мы имеем машину очень близкую по характеристикам с тем, что могло сойти с конвейера. Таким образом, мы спокойно можем утверждать, что да, это самый обычный УАЗ Патриот, такой, какой вы можете купить по объявлению. И, соответственно, со всеми теми же повадками, в том числе и при столкновении со столбом, какими должна обладать заводская машина. Огонь! Едем дальше. Также примечательный фактор, что, господа, он весь в родной краске. Ну, естественно, ни про какой лак мы не говорим, это все-таки не металлик, но да, но он реально не битый, как с завода, идеальный 008 в этом месте у фонаря. Представляешь, насколько тоненькая? Вообще 009, задняя часть прям вся, крышка, ну-ка. Не, 0, он абсолютно весь завод. Да. Ну что ж, мы установили, что он до сих пор не бит, не крашен, приехали на бруствер, и понятно, что никакого глобального оффроуда на шоссейной резине и абсолютно стоковом УАЗе мы увидеть не можем. Но в крайнем случае мы сейчас исправим то, что он не крашеный. Собственно, мы начнем. Поскольку у нас шайба, все, что нам остается, это включить понижайку. Механические хабы на колесах я уже замкнул. 4H залетело, 4 low. Но поскольку мы все-таки на шоссейке, мы не травлены, я сильно переживаю, что мы кувырнемся. Но длинная база нам помогает. Ты смотри-ка. Ну и далее традиционно отсюда нам нужно зайти направо. При нашей высоте и свободных дифференциалах я уверен, что у нас не получится. Но в итоге мы, скорее всего, кувырнемся нафиг. Прикольно, что она едет до сих пор. Едет она на понижайке, только сцепление мы выжили. Неплохо, неплохо. Длинная база прямо. Слушай, длинная база. Это же просто топчик. Нет, он... Кто бы спорил, да, что УАЗ на бездорожье будет превосходить ожидания. И это так. Понятно, что из-за рампы и просвета мы просто так вниз не спустимся.
Но он действительно очень высокий в стоке. Сели чуть-чуть, но ходами прошло. И здесь нам нужно вывернуть. Я думаю, что там за бампера запас. Но он реально очень высокий. Прям никаких вопросов. И прямо из этого очень дурацкого положения мы выворачиваем. Это прям задача, ребят. Ага, вот, соответственно, отсутствие блокировок каких-либо нас начинает здесь кошмарить. А, все, мы вывесились. Погоди, пока еще он куда-то может. Все нормально. Сейчас. Будем себя заталкивать в жопу, но... Да, видишь, смотри. Блин, красавчик. Он реально хорош, слушай. Для стоковой тачки это ураган. Больше ходов, короче. Да, здесь нужно везде просто идти ходами. Больше инерции. Слушай, а ведь я думал, что мы здесь его угомоним и все, больше снимать не надо. А он не угомонился. Я даже не знаю, что еще попробовать. На шоссейке мы даже не травленные. Ну давай так заедем. Нет. Но это понятно, что просто не хватает блокировки. Что нету здесь никаких проблем. Ну давай чуть отсюда заложим. И чуть сюда. Борется, красавчик. Ну, а что еще ожидать? У вас это реально тема. Ты думал, что он так поедет? На шоссейке нетравленной. Мне казалось, это невозможно, честно. Причем вот так вот, без блокировок, без имитации, без ничего, он просто берет и едет. Это у вас, мать его. Ну и в конце даем ей непроходимую горочку, на которую заезжала Копейка последний раз наша. Супер. Не наша, вернее, пацанов из Offroad СПБ. Понятно, что мы это не проедем, но просто нужно дать вам понять, что есть предел даже стоковому УАЗику. А, ну, собственно, и все, да, видишь. Свободные дифференциалы. Ему, бедняги, ну никак. И зацепчик уходит из-под колес, видишь? Здесь бы, ну, хоть какую-то блокировочку. Хоть какую-то, но у нас их нет никаких. Ничего нам не сделать. Только хода. Немного стрёмно, я тебе хочу сказать. Руль, ремень, по-моему, преднатянуло. Да, мне больше не высунуться туда. На самом деле одна задняя блока, и он бы поехал, все. Но на самом деле, конечно, мы схалявили. Если по-нормальному это идти, надо сильно левее, как Копейка проходила. Но мы без блокировок, нам здесь ничего не сделать по таком песке. Зацепа нет. Но ведь хорош, мать его. Может, просто в горку у себя попытаться забраться вертикально? Но мы сейчас сядем наверху. О, ты видел, куда я еду, нет? Сейчас бы я газанул. Тихо. Сюда как-то я прямо. Ну, было бы не очень, да, согласимся. Хотя, можно, конечно, угореть, но мы сядем, он уже сидит. Но это сток, понимаешь, для стока это космос. Давай, больше ходов. Пристегнутый ремень. И я поехал на. Провафлил. Чуть-чуть провафлил. Почти мы прорвались. Но такую рампу ему не выдержать.
Хотя нет, едет. Едет. Техника 1000 клещей, Аркадий. Ты сделал из нас людей. Спасибо тебе. Он на 2 колесах реально стоит. Отличная техника. Отличнейшая техника, господа. Слушай, я не хочу ему давать других препятствий. Он останется непобежденным. Он слишком хорош для того, чтобы сегодня проиграть. Нет. Это УАЗ. На нем нельзя ездить по городу, я считаю. Он опасный. Он сделан так, что все люди умирают при ДТП. Но если вы на оффроуде, здесь нет таких скоростей, здесь нет ДТП, и он идеален. На контиках, шоссейке, в стоке, без одной блокировки, без единой, вернее, блокировки. Это крутой сток. Про скорость. Вы много бомбили на то, что неизвестно, с какой скоростью машина врезается в столб. На самом деле нам-то это известно. Самый медленный у нас был Марк, он где-то ехал 55 до 60. Самый быстрый у нас был чуть ли не Солярис, который шел, по-моему, типа 65. Для себя мы эту скорость знали, но она была не совсем объективна. То есть, как бы там плюс-минус 5 километров, грубо говоря. Там не было, знаете, супер какой-то точности. Поэтому мы это не вставляли. Это все снималось с телефона. Race Logic стоял в Рапторе, ребята все снимали. То есть мы для себя понимали, что мы на самом деле в допусках. Понятно, что 5 километров в час это все равно довольно большая разница. И ну не очень хорошо иметь такую разницу. Но мы никогда не претендовали на то, что это какие-то супер авторитетные краш-тесты, которые прям претендуют на то, чтобы, ну, прям все, машину как-то строго оценивать. Но сейчас мы решили две машины, вот, которые у нас будут, это УАЗ Патриот и Гелик, все-таки сравнить по скорости, чтобы вы тоже знали, какая она там на самом деле. Поэтому мы вот так вот сейчас как-то очень качественно и очень профессионально закрепим здесь Ящер Logic, который будет показывать нам скорость прямо в момент удара. На него будет направлена камера, таким образом даже в последнюю секунду мы увидим эту цифру на этом приборе. А потом увидим, какая она была на гелике, и получим, ну, прямо идеальное соответствие или несоответствие этих скоростей. Все. На самом деле, суть до дела, вот так предварительно, по моим оценкам, УАЗик уже победил. Ну, потому что все-таки это соревнование, УАЗик против Гелендвагена. Почему мы взяли такой УАЗик и почему именно нужно было бить именно 15-й год, такой свежий, а не просто что-нибудь там за 100 тысяч, это же УАЗики, они все одинаковые, я объясню чуть позже. Но в этом соревновании безопасность, не забываем, всего лишь один из факторов. Один из. То есть понятно, что кто-то из них окажется победителем. Но в любом случае, вот сейчас, то, что я вижу, мне кажется, УАЗик уже в топе. Потому что даже если он будет очень плохой по столбу, так, навскидку прикидывая, что мы можем взять из геликов по низу рынка, я вчера заглянул в объявы, ребята. Ничего хорошего мы там не возьмем. Поэтому сейчас подкладываем еще пару досочек, ставим его повыше и едем. Почему всегда так страшно? Что что-то может пойти не так. Стой! Ай-я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 й!
Нет, 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 нет. Страховку я второй раз говорю, ребята, надо было делать чуть покрепче. Ебаный стыд. Как плохо. Ну ладно, до рамы не достал, надо разворачивать. Достал, а чуть-чуть вверху завял и все. Надо разворачивать и другой стороной. Сколько раз я сказал, дайте сделаем страховку крепче. Ну ладно, рама не задета, что, помято стекло, только стойка. Я считаю, надо его просто разворачивать другой стороной и погнали. Уже становится конкретно страшно. Давай, давай! А вдруг не получится? Трындец, очень не хотелось бы. Ну, медленно, медленно, медленно. Давай, лупи, 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 лупи. Все, оборвался трос, хана. УАЗу вообще не судьба. Вообще не судьба никак. Там 4 веревки уже были. И их все равно порвало, да? Их ли порвало-то? Да там, что там смотреть-то, там понятно, что так же дверь, только еще сильнее чуть, да. Там замяло стойку, дверь, но также порог даже внизу целый. Лабаш пошел. Никак не хочет. Надо без страховки, мне кажется, фигачить. Сталюгу порвет, трос порвет, ничего не будет. Да порвет эту десятку трос как нихер. Юлик, скажи, вот ты человек с оффроуда. Чего? Может не порвать. Может не порвать китайскую десятку из метизов? Короче, понятно, надо еще раз. Третий, сюда, в эту дверь. Но все-таки мы считаем условно, что нормально, порог не замят. Не, я считаю, это вообще рабочая машина. Ну, по меркам оффроуд СПБ, я понимаю, это вообще нулевая, просто с салона. Нет, все равно понятно, что это не профессиональный, не объективный тест. Конечно, мы там не меряем все эти ускорения, и скорость у нас такая вот, какая будет, такая будет. Поэтому надо в любом случае его кончать. Все-таки разворачивать еще раз и погнали. В этот раз мы убрали полностью страховку на конце троса. Вот там сейчас у Раптора просто трос, удлинитель, сталюгу. Давай, УАЗ. Хорошо, 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 да! Есть! Жестко! Жестко! Мы прятались все за грузовиком. Жестко это было. Но мне кажется, ему прямо все равно. Слушай. Даже в таком раскладе он какой-то... Вот так просто взял и встал, и как бы... И поехал. И просто дальше. Слушай, да. Это ровно то, что я и говорил, господа. Да, девчуля, конечно, пострадала. Ей не очень, наверное. Видишь, он до рамы дошел и все. Рама, короче, затащила. Давай посмотрим сразу внизу. У меня немного плохие новости. Такое ощущение, что рама ровная. Это прямо невероятная дичь. Как так? Погоди. Он что, реально крепкий? Смотри, да ровная рама. Ты приколишься. Ровная рама. Это просто пинцет. Сломала порог кузова, естественно, зажала бак между ним. И, естественно, рама ровная, ничего не сместилось. Раздача на месте, посмотрите. И правый бак целый, он сейчас может завестись и поехать. Это космос. Да, все ожидаемо, все прогнозируемо, то есть
В рамнике сработала рама. Она ровная, реально, пацаны, снизу. Она ровная рама. Порог зажала, и бак смяла, и все. Но он просто уехал, ему все равно. Ты посмотри, он стоит вообще, ему фиолетово. Ты смотри. Ну здесь замок просто, вот его закусило, здесь даже его видно. Двери порвал, но скорость была неплохая. Сейчас посмотрим записи с камеры, какая там она была. Но смотри, по факту, конечно, левое кресло уехало сюда. То есть водитель сместился сюда, кресло зажало, естественно, стойка прилетела в бедро. Это лучше, чем в М-Гранде. Это лучше, чем в Гранде, однозначно. В Гранте. Ну, безусловно, это не как Солярис. Зажало ручник. Но я в нее смогу сейчас сесть и поехать. И он 200% просто возьмет и заведется, ему ничего не будет. Вы часто спрашиваете, что происходит с этими машинами после столба. На самом деле суетливые люди, те, кто в теме инсайдов, выкупают их заранее. И все последующие машины, почти кроме одной, по-моему, уже выкуплены. То есть, по крайней мере, следующий гелик, он тоже купленный, за ним, которая тачка будет, она уже тоже куплена. Эта машина, естественно, еще до того, как купили мы, ее остатки были проданы ребятам. Сейчас покажу. Обычно это уходит или на проект, или на разбор. Люди по-разному покупают, но в основном, конечно, по большей части вытаскивают подрамники мотор. Это или в разбор, или в какого-то следующего донора. А сейчас пройдет торжественное вручение. Самое главное, потому что эту машину купили вот те ребята. Пацаны, я хочу поздравить вас с вот это лицо человека, который только что купил УАЗик с пробегом до 100 тысяч километров. Хорошая история. Не значился ни в такси, ни в каршеринге. Приятной эксплуатации. Спасибо, что воспользуетесь услугами нашего салона. Всего доброго. Спасибо огромное. Жень, забери в бардачке деньги. Дальнейшая судьба этого автомобиля, естественно, будет на канале Автовалера, где пацаны на пару хотят сделать с ним Вообще что-то дикое. По одним предположениям они хотели восстановить его, еще раз ударить в стол. По другим предположениям разобрать, сделать из него что-то другое. В общем, честно говоря, интрига. Я думаю, что они сами еще в конце не знают сейчас, что будет. Потому что они покупали эту машину, как и все остальные, до того, как мы ее разобьем. И сегодня с каждой попыткой их оптимизм погружался в Россию. Но в конце концов он оттуда восстал, и сейчас они выглядят довольно счастливыми. Но вы убедились, что рама ровная? Вообще, я в шоке. Да. Ей очень просто все равно. Слушайте, господа, мне кажется, нужно укрепить победу УАЗика, потому что я в любом случае, что он реально победитель. И поскольку он очень не хотел умирать, мне кажется, что нужно просто освободить его от оков этих строп и уехать отсюда. Прости, дорогая, но нам пора расстаться. Пошла сюда. Вон из моей тачки, курица. Слушай, все, рабочее место водителя обустроено. Дорогая, ты забыла? Да. А еще твой... Да. Да. Руль чуть подзажало. Смотри, но я на самом деле сижу далеко не в каждой тачке. Дорогая, твои вещи напоминают мне о наших отношениях, разбитых об УАЗик. Сцепление выжимаем. Ручник опускаем. Готовы? Понижайка. Все работает. Офигенно! Его не надо восстанавливать, пацаны. Он сам уедет откуда хочешь. Все, нормас, уже можно ехать. Давай, погнали. Вообще пофиг, просто пофиг.
Офигеть! Офигенно едет тачка. Все, если руль еще вот прям реально сейчас экскаватором отжать обшивку, все, он полностью поедет. Да мы все доказали, я считаю. Все, пацантре. Пушка. Вот реально ломом отогнуть ту дверь, сел на дальняк, поехал. Просто все равно. И в итоге мы доказали самое главное, что я и говорил с первых минут, господа, что в рамнике работает рама. Но рама начинается не здесь, не до вас. Рама начинается на себе не показывать посередине водителя. Поэтому столб дошел до водителя, конечно, его повредил, дальше уперся в раму и все, и погиб. Он уничтожил столба. Поэтому все утверждения на тему того, что в рамнике работает рама, правильные. Но работать начинает слишком поздно. Поэтому нам нужен, во-первых, гелик. Потому что УАЗик, гелик, ну понятно, это или мужик с усами в андатровой шапке, или богоподобный, бандитский, вседозволяющий Гелендваген. И еще в конце нужно будет найти один рамник с очень широкой рамой. Например, есть старые японцы и старые опеля, где рама идет прямо по порогу. Вообще, она там очень широкая. И работать она начнет также сразу, уже еще до бедра водителя. Поэтому спасибо всем огромное, что смотрели это видео. УАЗик на самом деле топ. Это один из лучших показателей среди наших краш-тестов. Удачи вам! Скачивайте приложение Дром, ищите на нем внедорожники, ведите себя хорошо, отдыхайте на природе и пока!